Так, ну чё, погнали. Продолжим тему новинок от звезды. Только на этот раз для разнообразия реально новый звездовский пластик, а не старый дракон там, что-то такое. Короче, вот еще один хайп прошлого этого года. Киберпанк автобус Росгвардии. В скобочках, конечно, в кавычках, шутка, да. Тайфун К, российский бронеавтомобиль. Шестиколесный. Боксартик. Как видно, боксарты, кстати, на последних вот новых китах звезды уже не Жирнов товарищ рисует, которых там их с 90-х, наверное, рисовал. Что-то звезда нашла себе новых пацанов каких-то, которые отрисовывают им. Тут мы видим... Ну, собственно, Сирия, так сказать, можно сказать, утром это самое в газете, вечером в куплете. Уже у нас тут Сирия, экспедиционный корпус, там сказать, Тигр. Военная полиция с люстрой, с красивой декалью прямо, все дела. Собственно, коробка обычная звездовская стандартная, боковики, краски, декаль. Помимо декали еще есть имитация зеркал, по-моему, да. 372 детали, 23 сантиметра почти. На обратной стороне у нас тоже, в принципе, по форме все. Краткая справка историческая про рампу дверь. 2015 года производится. Вот кажется, да, вроде новая техника. 2015 год, между тем. Собственно, фотки собраны модели с вариациями. То есть, вот, в частности, собрана вариация с открытой рампой, с открытыми верхними люками для пехоты, с открытой дверью. И так далее. Вот. Дальше пойдет слепая, в общем-то, распаковочка. Ну да, как можно заметить, никаких специфических допов у меня ничего нет в этот раз. Все дешево, в таком в бомж варианте по скидке, да, то есть будем смотреть, что внутри. Ну, как бы для сюрпризов, конечно, поздновато немного, но все-таки посмотрим, чего бы и нет. Коробка большая, деталей довольно много. Так. Стандартная двойная коробка звездовская. Открывается. Набито все, кстати говоря, очень плотненько. Сходу нас встречает колеса, пластик. Действительно очень туго набито, то есть вот видно, что прям по самый верх. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения того, что деталей довольно много, всегда может что-то загнуться. Пакетов 2, короче. Ну, то есть видно, что вот кое-что уже загибается, но это рамки в основном, я думаю. Литников штуки 4, по-моему, нет, 5. Нет, 6. 2 пакета. Звезда все-таки расщедрилась, в один не стала пихать. Хотя лично к этому я обычно стараюсь не докапываться. Давайте начнем с бумаги, как обычно, по порядку все. Так, инструкция в звездовском форм-факторе стандартном, но чуть потолще, потому что деталей много. Та же самая информация, как всегда, два варианта. То есть звезда дает полностью открытый, полностью, собственно, со всеми люками закрытый. Ну, соответственно, это уже по желанию можно сделать разные вариации. Раскладка литников, то есть, в принципе, их достаточно, получается, много. 5 штук. Резина, сетка. Ну, как обычно, сетка, да, дается звездой по традиции. Фототравления в звездовском наборе не обнаружены ни в одном до сих пор. То есть, единственное, что звезда делает, это несколько там допов фототравления для некоторых там моделей какого-то ограниченного спектра. Очень, я помню, выпускала. Значит, много, кстати, довольно остекления в этой модели, прозрачный пластик. И пошла сборка. Ага. Ну, короче, тут все у нас начинается с внутреннего убранства. Да, собственно, как бы глупо не заметить, что набор дан с полной, скажем так, полным интерьером. То есть
все внутренности автобуса нашего рейсового мы можем разглядеть. Собственно, вот они начинаются. Ряды кресел, собственно, под десант. К креслам были претензии, по-моему, что они вроде как недостаточно детализированы. Ну, там это уже допами детализировать можно было, там что-то ремни какие-то сделать, докупить. Но это кто как бы очень упертый и кому охота прямо вот очень уж, чтобы через рампу можно было прям разглядеть всю красоту, так сказать. Да. То есть, вот, собственно, так интересно все к дну крепится. То есть и передняя часть, кабина собирается, стенка. Тут частично идет уже окраска внутрянки. Потом переходим, собственно, к сборке основной части кузова. Ну, звезда как бы верна себе, не осиливает такие крупные детали, как кузов одной деталью, как многие, в принципе, сейчас делают, даже китайские производители. Все отливают, например, кузов в одну деталь во многих подобного рода моделях. Ну, звезда по-прежнему у нас как бы все делает, получается, в общей сложности из, ну, 4 деталей, да, то есть верхняя часть кузова и дно. Все это собирается потом, то есть отдельно собираются элементы. У них, кстати, достаточно много, то есть, ну, набор достаточно разнообразный, то есть такой детализированный. Вот у нас, в частности, идет раскрой сетки. Ее, кстати, довольно-таки тут довольно сложные формы раскроя. Сейчас, кстати, интересно, куда в итоге такое количество сетки у нас накладывается. Потому что сходу что-то даже не поймешь. А, ну тут, да, кондиционеры идут. Вот я вижу. Вот здесь. Пока два, собственно, вижу участка. Ну-ка, а дальше что будет? Просто уж больно много сетки они накроить нам предлагают. Просто мне стало даже интересно, куда она вся идет по итогу. Так даже сходу ты и не найдешь. Я увидел только сетки на кондиционерах. На кондиционере. А где вся, куда идет вся остальная эта сетка, что она имитирует, пока даже непонятно. Ну да ладно. Значит, верхняя часть. Вот у нас идет убранство кабины. Имитации всяческих там экранов делаются декалями. Тут же идет раскраска. Ну, в принципе, раскраска логично дана, потому что, ну, соответственно, покрасить это все можно по факту только до окончательной сборки. После сборки, понятно, туда уже никак не подлезешь. Собственно, идут вот у нас прозрачный пластик. Я так понимаю, он двойной, по-моему, должен быть. Но это мы еще посмотрим. Вот тут два слоя. Там, по-моему, какое-то зелененное стекло должно быть, насколько я помню. Заклеивается кузов. Собственно, тут задняя часть, тут надевается на все на это дело передняя часть кабины. У нас, по сути, получается фактически готовый кузов, где там еще кое-какая мелочевка набрасывается. Вот здесь нижнюю часть, собственно, и сразу идет сборка рамы тут и всяких там силового агрегата. Рама тоже дана не в одну деталь, тоже дана из двух таких лыж, которые скрепляются между собой там. Ну, как бы, наверное, рамам приятнее одной деталью, но с другой стороны, погнутая одна такая крупная деталь, с ней, конечно, потом намучиться можно, если она будет поведена как-то при транспортировке или при изготовлении. Вот. Ну, собственно, самый трэш, как и в S400, да, начинается, когда открываешь страницы с подвеской. Она очень, конечно, мега сложная. Тут прямо от такого количества рельефа офигеваешь. Сколько тут узлов разных. Но это, конечно, не 72-й масштаб тут. Можно разобраться. Ну, всякие нижние части агрегаты корпуса, там топливные баки и так далее. Очень все так подробно. Ну, звезды, кстати, в инструкциях многие жалуются, что очень уж много всего показано на каждом шаге. То есть, дескать, экономить на бумаге, и вот можно было типа постепенно, по 2 детальки. Ну, есть, наверное, в каком-то смысле такое. Ну, не то чтобы прям меня это сильно как-то для меня меняло ситуацию. Вот сколько там деталек на одном шаге. Ну, типа, ладно. Ничего, я думаю, такого.
Значит, вот у нас заканчивается сборка нижней части. Тут кое-какие кожухи накидываются. Интересно, кстати, чисто по внешке, вот я смотрю, как выглядит нижняя часть. То есть, по идее, там должны быть какие-то противоминные какие-то обводы нижней части корпуса. Ну, в принципе, наверное, это видно в каком-то смысле, да, вот тут. Ну, это ладно, мы на пластике посмотрим. По идее, сужаться к низу должно расширяться, чтобы, короче, взрывную волну от всяческих взрывных устройств там отводить. То есть, если по опыту, собственно, американских всяческих прочих мрапов, как они это делают, то есть там это основная идея была, которая, в общем, приводит к тому, что в современных такого рода машинах экипаж при подрыве фугасов, экипаж, в смысле десант, экипаж выживает. Вот такое устройство днище. Но сейчас мы посмотрим. Тут как бы нижняя часть вся закрыта агрегатами. Ну вот тут видно, да. То есть, ну не такая не треугольнообразная. Все равно как бы срединная часть достаточно плоская. Уж не знаю, как это сказывается на характеристиках там устойчивости к подрывам всяческим. Но типа прям какого-то прямого треугольничка вот такого там не видно. Так, ладно, что-то я задержался тут. Опять добиваются нижние агрегаты под днищем. Кожухи всячески надеваются. Вот мы переходим, собственно, к задней рампе, к заднему отсеку. Соответственно, рампа, я так понимаю, у нас может, я так понимаю, одновременно и откидываться, и быть открыта, да? То есть это как бы одновременные двери рампа, да? Но я так понимаю, дверь именно открывать нам не предлагают, а предлагают именно пустить рампу. Вот у нас есть варианты. Собственно, тяги эти силовые двумя вариантами деталей данные. Соответственно, в откинутом и закрытом положении. Ну, соответственно, никакой подвижности, конечно, нам не дают тут. Хотя теоретически на это можно было, наверное, сделать. Открывать, закрывать, то есть либо так, либо так. И, собственно, уже мы приближаемся к концу. Модель приобретает законченный вид. Приклеивается люстра для варианта военной полиции, видимо, на сирийский вариант. Люстра тут, так понимаю, по-моему, подкрашивается красками, но мы это еще посмотрим. По-моему, цветного пластика там никакого не было, но это мы еще увидим. Значит, вот клеются наклейки, имитирующие всяческие зеркала. Собираются колеса, то есть колеса у нас... На них нарисована, кстати, маркировка Мишлин. Вот это, кстати, забавно. Я не ожидал, что мы в своих инновационных тайфунах не осилили поставить собственные покрышки мишлиновские ставим. Прикольно. Ну, как бы, я не знаю, может, конечно, они производства российского, но бренда не российского. Это меня немножко даже удивляет. Я не ожидал. Но видно, что прям звезда по хардкору воспроизводит маркировки на резине. Вот, накидывается всякие там чешанец и мелкая деталировка на кузов. Окончательно. Тут продолжается. Дворники и прочее. Колеса собираются, надеваются. И самая последняя страница, собственно, опять же, добиваются зеркала, добиваются двери. Понимаю, так, двойное остекление здесь у нас. Сейчас посмотрим, как оно сделано, кстати, интересно даже самому. Добиваются, ну, это автопо, эти самые, как его, маячки этого автопоезда. Надеваются двери, накидываются. Вот как раз мы заканчиваем двумя вариантами финальными. То есть двери открытые и закрытые. То есть подвижные двери нам, конечно, никто не дает. Люки, я так понимаю, тоже. То есть это все, если кому-то прямо захочется делать, то это, видимо, придется делать самому. Ну и, собственно, финальная подкраска дверей. Ну, 25-й упаковщик. На этом все. Кстати, да, финальный вид модели у нас получается только в начале. Вот, такая достаточно длинная инструкция, потому что деталей в наборе много. Детализация довольно высокая.
Смотрим дальше, что по бумажкам у нас. И, наверное, сразу мы стекло посмотрим, потому что все оно в одном пакетике. Так. Стандартный звездовский на текущий момент вкладыш цветной. Ну, по крайней мере, стандартный для новых моделей. Получается, два варианта у нас окраски на тот самый из бокс-арта сирийская военная полиция. С декалью вот с этой полосой, с люстрой. Что тут интересного? Ну, окраска очень, собственно, простая. Минимально. Ну, как бы мелочевка подкрашивается большим количеством красок, но общий цвет, в общем-то, по сути, один, да низ только черным красится. То есть вся эта развертка декали вот здесь нарисована. Особо сказать и нечего. Дальше будем смотреть. И второй вариант это на... Ну, кстати, да, подпись не прочитал. Должно быть написано, что за состава военной полиции группы вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. 2017 год. И второй у нас парадный вариант дан. Ой, парадный вариант. Слушай, я извиняюсь, ошибся. Не два варианта, три данного варианта. Оказывается, на военную полицию еще один есть вариант. Военной полиции Дальневосточного военного округа 2017 года у нас есть. То есть тоже с люстрой, тоже с полицией. И, значит, и третий вариант у нас бригада спецназа Дальневосточного военного округа. Тут, видимо, с какого-то парада, но, по-моему, не московского, потому что таких маркировок, по-моему, на московском параде я не видел. Ну и действительно, Дальневосточный округ. Еще на московском параде, то есть стандартно это и какой-то еще логотип спецов, видимо. На этом с окраской у нас все. Глянем. Интересно. Нет, кстати, я ожидал какого-то варианта с зелененым пластиком, но, судя по всему, придется с пластиком-то как-то самому разбираться, потому что, насколько я понимаю, никакой из коробочной имитации подкрашенного стекла зелененого тут нет. То есть это реально, скорее всего, делается просто банально красят стекло люди. Да, вот товарищ из бокс-арта поделился бы, наверное, нам своими секретами, как он сделал, при том, что звезда, по-моему, в инструкции про зеленение стекла ничего не говорит. Вот, собственно, прозрачные детали. Люстры, кстати... нет, да, люстра прозрачная, вот ее часть. Ее тоже предлагается подкрашивать самому, то есть никакого цветного пластика нет в наборе. Прозрачный пластик, ну, прозрачный, все тут нормально. Единственное, да, что я что-то все ожидал увидеть какой-то сюрприз в виде какого-нибудь цветного, там, ну, не знаю, там, в крайнем случае, не пластика, может быть, что-то они там давали бы, какую-нибудь пленку цветную, может быть, но нет, ничего такого в наборе не обнаружено. То есть, либо самому какую-то, возможно, пленку придется цветную, может быть, с чего-то там вырезать, там, я не знаю, что-то такое. Ну, скорее всего, в инете придется погуглить, посмотреть, как люди это делают для копийного внешнего вида, потому что, конечно, прозрачный пластик, ну, сетка, да, стандартная для раскроя звездовская. Что-то особо сказать нечего. Имитация зеркал тоже, в принципе, которые они кладут в последние свои наборы, в которых такое есть 3 штуки, наклейками такими из фольги. И, значит, декаль, то, что уже видели на развертке, соответственно, вот приборки тут данные, некая эмблема спецов для спецназовского, номерные знаки данные военные, черные. Ну и, собственно, на сирийский вариант, да, вот, кстати, арабская вязь для сирийского варианта дана белой декалью отдельно, которая, видимо, должна накладываться поверх красной полоски. Ну, такое себе, конечно, лучше бы они сделали бы несколько отдельных этих полосок, чтобы так не экономить прям. Ну, в принципе, я и думаю, что какие-то проблемы будут. Вот, это что касается, собственно, того, что не пластик. Сейчас посмотрим, что в пластике у нас. Так, начнем с крупных.
как уже сказал, 2 пакетика у нас. Да, надо аккуратно все вытаскивать, потому что тут довольно действительно все плотно набито, и не хотелось бы что-то в процессе сломать. Так, в порядку. Будем двигаться. Крупные, самые крупные детали, это, собственно, основная часть низ, верх кузова. Литник поведен немножко, но вроде как бы на прямоту самих деталей это особо не влияет. Вот низ дан крупной деталью, верх дан единой крупной деталью. Ну, как бы членить еще больше, наверное, уже было бы просто смешно. Приборки, тут передние части, задние. Ну, то есть звезда как бы все собирается из разных сегментов. То есть никакого тут, никакой халявы с... Да, вот часть рамы. Рама такая довольно большая. Ну, кстати, по длине 35-й масштаб Тайфуна примерно соответствует по длине 72-го масштабу S400. Собственно, та самая рама тоже из 2 деталей. Ну, по детализации все, в принципе, последние модели звезды, там особо как бы каких-то крупных претензий к ним нет, все достаточно так прикольно, весело, ажурно. Так, смотрим дальше, что у нас по этому пакету. Так, тут идет более... Нет, давайте не этот глянем, вот этот, раз мы идем к так сказать, к большей детализации. Ну, кстати говоря, вот здесь уже с изгибом пошла лажа. То есть видно, что вот этот литник, видимо, из плотной упаковки в коробку изогнулся, и при этом явно изогнулась и боковая часть. Боковая стенка кузова. Обе, по-моему, изогнулись. Это вообще винтом повело. Ну, то есть, да, тут сыграло плотное набитие в пакет и в коробку, конечно, практически в упор. Ну, как сказать, в упор, впритык. Кстати, продолжение рамы. Кстати, я даже не обратил внимания, что рама аж из 4 деталей. У нас тут еще вот боковые есть части какие-то. Как бы сыграла злую шутку. Да, подзагнула. Ну, как бы это боковые части. Как бы если у нас днище вверх прямые, то как бы в процессе заклейки, я думаю, боковые части выпрямятся. Не думаю, что это прям будет как-то сверхкритично. Неприятно, ну не особо приятно, конечно, но я думаю, это не то, что прям что-то, чтобы не выровнялось на готовой модели. Так что да, типа, я думаю, все будет в итоге нормально. Вот задняя часть у нас идет, детали внутренние, по-моему, кабины, да, вот пол, по-моему, кабины. Ну, еще тут части рамы и так далее. И, значит, из этой же кучи мелочевка, литник с мелочевкой, часть подвески. Ну, кстати, вот эта вся деталь крупная с карданами, которая такая вот длинная, через всю модель, я так понимаю, идет, она отлита в одну деталь. То есть карданы нам не предлагают склеивать. Ну, хотя бы здесь мы немножко побережем свои силы. Ну, двери. Собственно, вот та бронедверь, которая сзади, вот это вот сюда накладывается. Или рампы даже, я уж не помню. Там надо разобраться, как на их кожухе топливных баков или сами топливные баки. Много мелочевки, она в принципе вся хороша. Облоя нет, потому что, понятное дело, что пресс-формы новые. Как-то тут прям докапываться до каждой мелкой детали особо не интересно. Все нормально. Пока из крупных косяков, конечно, да, загнутые боковые стенки кузова, но посмотрим, как оно получится в итоге. Я все-таки надеюсь, что при наличии прямой основы в виде пола, так сказать, днища и крыши, я думаю, все это дело должно в итоге выровняться. Так, у нас сразу тут случился прикол.
Так, а что это такое вообще? Некая штуковина выпала из пакетика, которая вроде как не похожа на деталь, а по-моему похожа на что-то типа технологического какого-то куска, который случайно запаковали в пластик. В остальном вроде из этих двух пакетов никаких деталей не высыпалось, то есть они хотя бы все на литниках остались. Собственно, у нас тут два идентичных литника идет в конце. Это с деталями десантного отделения, с креслами и с деталями по ходовой, то есть диски колес. Тут вот это все, что симметрично по обоим сторонам машины. Диски колес, двери какие-то, люки, то есть все, что в принципе можно дублировать, там рычаги подвески, они как бы закономерно поставили. Эти литники, кстати, по-моему, практически не изогнулись. Ну, что, в принципе, логично. Они плоские, то есть на них нет каких-то выступающих крупных элементов. Соответственно, они не были как-то зажаты. Все, опять же, ну, на мой взгляд, прикольно. То есть, что тут особо придираться к чему-то не хочется. И не нужно, я думаю. И самый последний литник у нас... немножко загнутый, кстати, да, вот опять же крупные детали были прижаты, и, видимо, за счет этого. Тут у нас различные, тоже для днища в основном детали всяческие, там кожухи по бокам, всяческие лесенки, тяги для рампы, там какие-то верхние, там вот эти вот, не знаю как назвать даже. Кожух их для каких-то верхних элементов, рамочки, ограждения фар, данные в пластике, всяческие поручни и так далее. Тоже, в принципе, ну тут нет крупных деталей, несмотря на то, что литник как бы загнулся, но тут ничего как бы зрительно внутри не могло загнуться. Так что вот, это финалочка, собственно, у нас такой набор. Короче говоря, из впечатлений могу сказать, что в принципе, ну, как бы ничего того, чтобы я не ожидал, тут не оказалось. Из приколов, наверное, то, что везде дают зелененькое, характерное очень остекление это, а по факту, конечно, сама звезда этим, я так понимаю, не озаботилась. То есть, скорее всего... Кстати, может быть, заглянуть в инструкцию. Я что-то там пропустил интересное насчет зеленения стекла. Может быть, все-таки звезда нам какой-то лайфхак дает по стеклам. Хотя ничего такого я не заметил, если честно. То есть вот у нас, где у нас большая площадь остекления, по-моему, она ставится вот здесь, да? Единственное, что здесь двойное стекло. Я вижу. Но по окраске этого самого стекла никаких советов, никаких лайфхаков нет. То есть, видимо, придется либо какую-то пленку искать зеленого цвета, наклеивать, либо красить. Но, скорее всего, конечно, красить это вряд ли хорошее решение. Нужно все-таки что-то немного прозрачное. Не знаю, может какой-нибудь бутылки вырезать, может еще что-нибудь. Не изучал этот вопрос, но я думаю, этих моделей уже собрана куча, поэтому я думаю, там уже все давно... все Америки уже давно открыты. Так что в основном, в принципе, достаточно стандартный такой новый пластик звезды. То есть, по сравнению с какими-то китайскими производителями со свежим пластиком, как бы, ну, всегда есть к чему придраться, да, вот к этому членению, к тому, что звезда не осиливает отливать такие крупные детали в одну деталь, там, к допам, отсутствие допов, там, вот это все. Ну, в остальном, в принципе, ничего нового. Как бы все это, как бы, плюсуется низкой ценой. А сейчас, в принципе, по скидке можно найти дешевле, чем модель была на старте, достаточно серьезно. Вот, собственно, и все. Всем удачи!